Здравствуйте, друзья! Мы приветствуем вас на канале про флору, и тема нашего сегодняшнего видео – это фуксия. А точнее, мы сегодня поговорим о том, как сделать, чтобы из укоренившегося черенка фуксии, вот такого длинного, тоненького, получить роскошное растение, пышный куст, весь усеянный великолепными цветами, чтобы наше растение, наша фуксия была прекрасным растением, радовавшим наш глаз и достойная своего названия цветок эльфов. Что для этого нужно сделать? Досмотрите наше видео до конца, сделайте то, что делаем мы, и вы в конце, в итоге, к лету получите роскошный цветок фуксии, прекрасное, великолепное растение, которое будет радовать ваш глаз. Что для этого нам нужно будет? Ну, конечно, прежде всего укоренившиеся черенки фуксии. Нам нужны будут ножницы. Вот этот основной инструмент, которым мы будем пользоваться при обрезке фуксии. Естественно, нам нужны будут перчатки. И нам нужен будет грунт и емкости, в которые мы будем укоренять, вернее, переваливать эти черенки. Мы будем переваривать эти черенки, то есть не повреждая корневой системы, вот из такого стаканчика мы будем переваривать их вот в такую емкость, вот в такой стаканчик для рассады объемом 750 миллилитров. Конечно, это не конечная емкость, когда мы переваливаем нашу фуксию, но вот как раз для промежуточной емкости она годится. Как мы выбираем? То есть мы вставляем стаканчик и смотрим, чтобы вот эта емкость, она была на 2 сантиметра больше, чем та, из которой мы будем переваливать нашу фуксию. Перевалка, в отличие от пересадки, позволяет нам, не повреждая корневой системы растения, пересадить его в другой горшочек и в другую емкость. Теперь о грунте. Естественно, грунт. Мы помним, что фуксии не нужно никаких жирных и питательных грунтов. В наш грунт на основе верхового торфа мы добавили перлит, мы добавили вермикулит и добавили мох сфагнум. Ни в коем случае не нужно добавлять в грунт для фуксий жирные компоненты, такие как перегной, такие как биогумус, потому что растения это плохо реагируют на органические подкормки. Итак, давайте займемся самим процессом работы вот с этими укоренившимися черенками. Мы берем нашу емкость, ставим сюда вот такой стаканчик, пустой стаканчик, который просто наполняем грунтом. Он будет служить нам специальным этим. Вот так ставим его в емкость и засыпаем грунтом. Это нужно для того, чтобы образовалось вот такое отверстие, куда мы спокойно поместим нашу фуксию. Нужно сказать, что формировка фуксии, а мы будем заниматься не только перевалкой, но и формировкой фуксии, она бывает разная. То есть фуксия бывает ампельная, то есть нам нужно, чтобы свисали побеги фуксии с кашпо. Она бывает кустовой и формирует ее в качестве штамбового дерева. Вот мы сейчас посмотрим, как работать с этими фуксиями, чтобы получить и кустовую, и ампельную. И как сформировать, то есть начать формировку штамбового дерева. Ну, для начала начнем с кустовой фуксии. Итак, мы берем вот такой стаканчик и начинаем освобождать его. Видите, в стаканчике были дренажные отверстия. Мы осторожно извлекаем фуксию. Давайте посмотрим. Вот у растения какая прекрасная корневая система. Вы видите, что фуксия, она практически полностью освоила вот эту емкость, этот объем грунта, который был. И теперь нам нужно обязательно ее будет перевалить. Вот мы вытащили этот стаканчик. У нас образовалось вот такое отверстие. Сюда мы нальем немножко водички. Вставим нашу фуксию. Сильно уплотнять не будем. И досыпем грунт. Корешки у фуксии очень нежные, поэтому давить мы не будем. Когда мы начнем их поливать,
то они сами прекрасно лягут так, как им нужно, и начнут осваивать вот этот объем грунта, который мы им дали. Что теперь? Да? Вот давайте мы теперь посмотрим на это растение. Любая фуксия, независимо от того, какого она будет сорта, ампельная она будет или кустовая, если мы не сделаем ее обрезку, если мы не сделаем ее прищипку, то она так и будет расти вот в форме вот так вот одним стволом. Посмотрите, растение из черенка достаточно большое, но ни одного промежуточного череночка вот здесь в пазухах листьев не появилось. Это значит, что фуксия, она будет вот так расти, длинно-длинно, потом она начнет опадать, и в конечном итоге ничего красивого из этого растения не получится. А нам нужен пышный кустик. И чтобы получить пышный кустик, нам нужно фуксию обрезать. Как обрезаем? Мы считаем 3 листочка. И вот здесь обрезаем. Раз, два, три. Мы стимулируем нашу фуксию к тому, чтобы она пустила боковые побеги. Вот так мы сформируем фуксию, которая будет расти кустиком. То есть вот здесь, в пазухах листьев, появятся дополнительные побеги. Когда они подрастут до такого состояния, что будет 2-3 настоящих листочка, пара настоящих листочков, мы точно так же обрежем и будем заниматься такой обрезкой всю весну. Именно благодаря этой обрезке боковые побеги, которые пойдут из пазух листьев, сформируют нам роскошный и пышный кустик. Если мы этого не сделаем, то фуксия будет расти как ампельная. То есть она вот так у нас опустится, и кроме 3 растений, вот 3 стволиков, мы ничего не получим. Естественно, и цветов будет очень мало. Таким образом, самое главное в фуксии, если мы хотим сделать, чтобы был пышный кустик, это правильно и своевременно ее обрезать. Что мы еще помним? Цвести фуксия начнет только через 2 месяца после того, как мы ее обрезали. Поэтому резать надо с учетом этого. Это если мы хотим получить ампельную фуксию. То есть мы берем растение. Что мы видим? Что здесь тоже вот они длинные побеги. Мы точно так же будем переваливать ее в соответствующую емкость, но обрежем мы ее иначе. То есть мы обрежем ее только самую верхушку, чтобы вот здесь пошли боковые побеги, чтобы побеги были длинными, потому что ампельная фуксия, она должна у нас упасть. Она должна образовать свисавшие побеги, и на них должны быть красивые цветочки. А теперь посмотрим, как нам сформировать правильно ту фуксию, которую мы будем выращивать как ампельную фуксию. То есть нам нужно, чтобы одновременно и кустик был пышный, и в то же время и стебли были длинными. Для этого мы опять берем ампельную фуксию. Вот перед нами ампельная фуксия. И аккуратненько извлекаем ее из стаканчика. Вот, посмотрите, какие у этого растения корешки. Они полностью оплели весь грунт, и явно, что вот эти череночки, они уже нуждаются в пересадке. Ну, точно так же мы берем нашу емкость. Вот в емкости вот такое отверстие. Оно как раз подходит по объему стаканчика. Сюда мы наливаем немножко водички, чтобы грунт был влажный. И помещаем сюда наше растение. Нужно сказать, если мы имеем дело с ампельной фуксией или с фуксией кустовой, то можно в одно кашпо посадить для того, чтобы растение было пышным и роскошным, не 1 череночек, а 3. Все зависит от объема грунта. Некоторые 5 садят. Но у меня 8-литровые кашпо, в которых я собираюсь выращивать свою фуксию, поэтому я сажаю по 3 растения. Вот сюда снова мы засыпали немножко грунта. Ни в коем случае не трамбуем грунт, не уплотняем его. Корешки у растений очень нежные, хотя мы их и не повредили при перевалке, но, однако, нужно их беречь. Ну, давайте теперь посмотрим вот на это растение. Оставить его в таком же состоянии нет смысла, потому что оно будет вытягиваться, дополнительных побегов не будет, и будет висеть у вас 3 плети, оно вам это надо. Поэтому здесь самое правильное будет не резать низко, как мы делали, когда имели дело с кустовой, а на
на самой вот верхушечке ее немножко так прищипнуть. То есть убрать точку роста. Вот убрали точку роста у фуксии, и она будет у нас расти дальше. То есть она и в длину у нас пойдет, и она одновременно пустит боковые побеги. Но вот эта ампельная фуксия, вот посмотрите, здесь видите, она уже пустила боковые побеги. А сейчас мы простимулируем ее, и она еще пустит дополнительные побеги вот из вот этих вот пазух листьев. Так появится вот такая ампельная фуксия. Теперь, если мы имеем дело с фуксией, которую хотим сформировать как штамбовое дерево, это уже другая фуксия, и по-другому она формируется. Если мы вот эти растения, я имею в виду ампельную фуксию, если мы имеем в виду кустовую фуксию, мы можем посадить по 3 растения, по 5 растений, уж как называется наша фантазия нам позволит, и объем грунта, в который мы будем пересаживать фуксию, то если мы хотим вырастить штамбовое дерево, а штамбовое дерево считается одним из самых эффектных для фуксии, то в одно кашпо мы обязательно высаживаем только одну фуксию. То есть выбираем ту фуксию, которая подходит для того, чтобы вырастить из нее штамбовое дерево. И помним, что у штамбового дерева фуксии обязательно должен быть стволик и должна быть крона. Вот это мы учитываем, когда начинаем формировку. Изначально все это делаем точно так же. То есть формируем, пересаживаем ее в горшочек, немножко поливаем, вытаскиваем растение из горшочка. Видите, она с самого начала. Здесь был один черенок именно для того, чтобы вырастить именно штамбовое дерево. Не 3 череночка, а вот и то. Давайте посмотрим. Вот, посмотрите, какие у него корешки. Достаточно хорошие корешки. Ведь здесь растет одно растение. Помещаем его. И засыпаем грунтиком. И давайте вот посмотрим. Во-первых, стволик должен быть ровным. Поэтому обязательно нам нужно будет сюда поставить подпорку и его подвязать так, чтобы выровнять вот этот стволик. После того, как мы выровняем, помним, вот здесь должен развиваться ровный стволик, поэтому вот эти все листочки и все побеги, которые здесь будут, мы все уберем, оставив только самую верхушечку. Видите, оно здесь изогнут, поэтому нам, сейчас оно еще совсем такое гибкое, нам надо будет при подвязке к опоре, обыкновенной деревянной палочки, просто вот так выровнять его, чтобы стволик был ровный. А крона будет формироваться вот здесь. Вот это растение, оно будет расти в один ствол. Вот отсюда пойдут дополнительные побеги, которые мы будем прищипывать точно так же. Как только они достигли, получились 2-3 листочка, мы прищипываем каждый побег, который растет, чтобы вот здесь сформировалась крупная, пышная именно крона у растения. И растение получается вот таким штамбовым деревцем. Теперь как ухаживать за вот этими черенками, которые мы пересадили в грунт. Ну, во-первых, сразу мы должны помнить, если речь идет о подкормках, то мы ни в коем случае не используем никакие органические подкормки. Нам нужны будут только минеральные подкормки. Фуксия достаточно прожорлива, но органику она вообще не переносит. Можно просто погубить растение. Она не усваивает органику. Поэтому удобряем. Вот как она немножко окрепнет, мы польем ее кальциевой селитрой, потому что мы ее все равно обрезали, прищепнули, чтобы стимулировать рост вот этой зеленой массы. А где-то еще через недельку польем калий монофосфатом для того, чтобы чтобы простимулировать рост корневой системы. И будем поливать эту фуксию один раз в 2 недели минеральными удобрениями. Можно фертикулюкс, там прекрасное удобрение, в котором есть все необходимые микроэлементы. Ставим фуксию на свет. Помним, прямого солнечного света фуксия не выносит. Нужен рассеянный солнечный свет. Но она нуждается в подсветке, потому что сейчас на улице февраль, и яркого солнца ей явно мало. И подведем итог. Чтобы куст фуксии был пышным, роскошным, чтобы на нем было много цветов, его нужно обязательно подрезать. Подрезаем фуксию
над вторым, третьим листом и подрезаем каждый побег. То есть вот вырос побег, подождали 2-3 листочка, появилось, прищипнули. Помним еще то, что фуксия зацветет после того, как пройдет 2-2,5 месяца. Поэтому прищипываем с учетом этого. Вот как раз сейчас февраль, март, апрель. Вот эти месяцы, когда фуксия будет расти, а мы ее будем прищипывать, прищипывать и прищипывать. Именно в этом залог пышного и красивого деревца, которое вырастет из фуксии, или пышного, красивого, роскошного, великолепного кустика, который мы хотим получить от этого растения. Если видео вам понравилось, если видео было вам полезным, ставьте лайки, не забудьте подписаться на наш канал, напишите, какие вы знаете способы формирования пышного кустика фуксии. Может быть, я что-то забыла или что-то упустила. Интересно будет почитать. Желаю вам всего хорошего.